Мужчина сначала зарабатывает деньги для того, чтобы было много женщин, он заработал их, и теперь он волнуется, что женщина его выбирает из-за денег. Проблема не в деньгах. Ты живешь той жизнью, на которую у тебя хватило самооценки. Самооценка — это не про высокое мнение о себе, это топливо. Без него не заводится ни карьера, ни отношения, ни здоровье. Мой гость Марина Нахалова, один из самых востребованных психоаналитиков России, 15 тысяч часов в терапии, более 5 тысяч клиентов. И этот выпуск про то, как самооценка решает, что ты выберешь, сколько ты попросишь. Очень уверенный человек, гарантированно, что он очень напуган. От количества нулей не зависит самооценка. 80% успеха будет заложено в этом возрасте. От 3, в среднем до 7 лет. Подкаст «Состояние». С гостями я обсуждаю, как, поддерживая свое эмоциональное и физическое состояние, можно создать финансовое состояние. Марин, правда ли, что все, что у нас есть в жизни, все, что мы имеем, все, чего добились, это отражение нашей самооценки? Если коротко, да. Если это разворачивать, то самооценка, конечно, даже в самом слове содержит важное, как мне кажется, понятие — это ценность. Да? Вот ценность себя. Самооценка — это такое более, что ли, поверхностное понятие. А вот ценность себя и способность себя оценить относительно обстоятельств, относительно своего жизненного цикла, относительно себя в среде обитания, вот это то, что сегодня вообще так, довольно востребованная история. И действительно, даже очень успешные люди, они могут стесняться, волноваться или там тоже перед подкастами, или там, где им нужно рассказать про себя, возникает ощущение неловкости. Да? Есть другая крайность, то, что называется нарциссизмом, да? Когда человек, наоборот, я не знаю, на последние Слишком. деньги в кредит купил Феррари, он не может ее обслуживать, у него нет на это возможности, он не понимает, как это все устроено, да? Но у него есть ощущение, что он едет на классной тачке, или наоборот, вот эти кричащие истории, да, которые вот у меня все, Инстаграм. То есть у нас две крайности, у нас так разделено. Мы либо вообще не верим себе, не доверяем, не ценим себя, либо другая крайность, что мы все выпячиваем и делаем из этого какую-то такую крутую историю, под которой нет основания. Да? И вот между этими двумя расщеплениями мы находимся. Мгм. А чем, вот, на твой взгляд, отличается истинная, настоящая внутренняя опора от, может быть, даже не то, что уверенность, даже самоуверенность, то, о чем ты сейчас говоришь, вторая крайность. Вот чем это отличается? Вот я так рассказываю часто, да, что у нас есть внешняя реальность и внутренняя реальность. Есть то, как мы к себе относимся и какое у нас есть представление о себе, которое складывается из нескольких факторов. Да. У нас есть то, как мы о себе сами думаем, как про нас думают наши родители, как думали братья и сестры, как думали бабушка с дедушкой, и как, самое важное, родители думали про друг друга. Вот это тоже очень важно, если чуть-чуть подумать, как это вообще формируется у нас самооценка. Да? То есть если мама все время ругала на папу, ругалась, да, ребенок это видел, и ребенок мальчик, например, да, он автоматически будет выбирать эту модель, да, либо он защищает маму, либо, наоборот, нападает на папу, точнее, нападает на папу, да, либо, наоборот, становится на сторону папы и говорит: это нормально, вот так себя надо вести, так себя ведут мужчины. Девочка в такой ситуации будет думать, например, что если папа ругается на маму, значит, мне нужно папа сильнее, надо с ним дружить, да, мама послабее, поэтому если папа там, не знаю, называет женщину курицей, девочка думает: ну все, женщина это слабое что-то такое, неприятненько, буду я вот как бы на папиной стороне, да, и потом она вырастает, становится такой вот успешной, доминирующей, много чего сделающей женщиной, да, а внутри будет все равно себя ощущать вот этим вот маленьким напуганным ребенком. Так же, как и мужчина, он вырастет, у него будет, он много чего может уже сделать, да, то есть у него есть, я имею в виду, что у него есть объективная оценка его жизни, да. И я сейчас не про количество денег, потому что меня тоже часто в этом обвиняют, что как будто бы я работаю только с успешными и говорю только про вот эту сторону. Это не совсем так, потому что от количества нулей не зависит самооценка. Пока у человека нет этих нулей, кажется, что да, что вот сейчас я все деньги мира заработаю, и тогда я стану очень уверенным. Но мой кабинет и мой диван, мой аналитический, знают, что это не так. Дальше просто вопрос, что также будет болеть, и также мужчина сначала зарабатывает деньги для того, чтобы было много женщин, потом он заработал их, и теперь он волнуется, что женщина его выбирает из-за денег. То есть проблема не в деньгах, а в том, что он все равно будет упираться в вот это ощущение собственной ценности. Да, поэтому родительский круг, свой личный опыт, все это повлияет на формирование самооценки, на то, как человек будет себя ощущать, когда он вырастет. И дальше, куда он будет свою силу тратить, да, будет обычно
будут стараться залечивать свои травмы. Да? А это бесконечный путь, поэтому можно на этом много чего построить. А как, кстати, вот есть ли возраст, с которого формирование этой самооценки начинается? Начинается, ну вот так, если совсем глубоко еще, прям с живота, да, того, как мама узнала про беременность, ну, обрадовалась она этому или нет, ждала она этого ребенка или не ждала. Такие послания будут. Но вот если мы говорим про такой уже более осмысленный, что ли, возраст, начиная с 3 лет. Когда ребенок Так уже, рано, да? да, он от мамы отрывается. Он, я говорю, ребенок, это Мгм. за рамками пола, отрывается от мамы, и он начинает смотреть вообще, что вокруг него происходит. Поэтому вот все, что 80% успеха будет заложено в этом возрасте. От 3, ну, в среднем до Мгм. 7 лет. А дальше будет подтверждаться все то, что ребенок про себя понял в этом возрасте. Почему, на твой взгляд, любить себя — это не про то, как стоять у зеркала и там говорить какие-то мантры или аффирмации, да, а это, вот, на мой взгляд, это про действие. Мгм. А что ты имеешь в виду про действия? Перестать употреблять какие-то там вредные вещи, там, начать заниматься там физической активностью какой-то, да, не обязательно там тяжести таскать, ну, хоть что-то делать для того, чтобы физически ты чувствовал себя Абсолютно с тобой хорошо. То есть какие-то согласна. действия — Мгм. это и есть любовь, и это не всегда через удовольствие. То есть иногда надо пострадать в зале, потерпеть боль какую-то, чтобы впоследствии там почувствовать себя лучше. Да. Да, в этом контексте, безусловно, я почему уточнила и задумалась, потому что иногда действия замещают процесс осознания того, что происходит. Да? У нас как устроено в психике? У нас есть импульс, дальше мы должны его понять, а потом только действовать. Да? То есть импульс, разрядка. Вот так живет 80% людей. Поэтому ты не видишь изменений. Потому что у человека пришел импульс, он разрядился, и он даже не успел осознать и понять, что, ну, там, что ему интересно, что важно, что ему полезно, а что не полезно. Ты имеешь в виду, когда мы действуем просто по Да, инерции, вот, условно, да. там есть какой-то эмоциональный всплеск, Все, условно, или там побежал. импульс, ты Да. пошел делать, потому что нахрен я это Да, сделал. то есть все побежали, например, сейчас модно бежать марафоны. О, все, вижу, что, значит, нужно бежать марафоны. Вот у меня друг Петя бежит марафоны. Все, утром встаю, бегу марафоны. Вообще даже не думая, мне это подходит. Это мой вид, ну, например, удовольствия, или мой ли это вид, который сделает мне хорошо. Вот это поэтому я уточнила, чтобы, ну, понять, что ты имеешь в виду. А так, конечно, без действий, ну, только действия должны быть осмысленные. Мы должны себя изучить, мы должны познакомиться с собой, понять, что конкретно для меня хорошо. Потому что кому-то хорошо кипяточек пить, они любят горячий чай пить, несмотря на то, что обжигает язык. А для кого-то это непереносимая вообще история. Поэтому это очень-очень важно понимать про себя. Можно ли сказать, что у каждого человека есть какой-то внутренний потолок вот этой самооценки, уверенности, выше которой он сам себе не дает подняться? То есть в первую очередь ты сам являешься причиной каких-либо несвершений, недостижений. Потолок есть, и это очень больно видеть, когда особенно видно со стороны, что у человека такой потенциал и столько всего у него вообще еще стоит за спиной. Ну, то есть это вот считывается часто, да, или смотрит на человека иногда, и ты тоже наверняка эти истории видел. Смотришь, у тебя одна картинка, да, в реальности, например, про него оказывается что-то другое. Думаешь, Мне, блин. кстати, вот от второго больнее иногда. Ты идеализируешь картинку, когда там со стороны, а потом лично знакомишься и на каких-то вот просто человеческих мельчайших послушаешь, господи, почему? Ну как так можно делать? Вот как так делать, я тебе скажу, потому что мы все заложники этого, к сожалению. Да? Особенно если это, например, публичные люди или люди, которые на виду, мы вынуждены, конечно, в каком-то смысле играть. Это неизбежно. А если даже не про публичных людей, да, а просто обычных, он идет, не знаю, на совещание или идет к руководителю, будучи, например, там, менеджером, и он вынужден тоже что-то из себя придумать и надеть на себя то, что я называю ложная самость. Да, вот это как бы притвориться кем-то, кем я не являюсь на самом деле. Потому что там такое чувство есть, которое называется стыд. И Мгм. вот мы все очень боимся с ним сталкиваться, с чувством стыда. Именно это чувство живет на стыке этого расщепления, когда тот, кто я есть на самом деле, как мне кажется, не будет людям интересен. Поэтому мне Мгм. нужно что-то придумать и показывать какую-то картинку, которую они хотят. И вот там рождается много стыда. Хочу вернуться немножко назад, когда ты начала говорить про то, как формируется самооценка и как мама и папа может на нее влиять. Кто что кому говорит. Вот. Что родители могут сделать не так, что впоследствии это скажется на вот
именно низкой самооценки, отсутствия уверенности ребенка? Давай вот здесь прям по пунктам, это классно можно будет перечислить. Первое — это не жить своей жизнью. Это самое опасное. Когда родитель живет жизнью ребенка и контролирует все, что происходит в жизни ребенка, называет это любовью. Да, там 3 раза в день звонит, спрашивает, сделал ли ты уроки, поел ли ты, поспал. И мама мне такая говорит, если я работаю с такой родительницей, да, и она мне говорит, ну это же любовь, это забота. Я говорю, нет, это опека и контроль. Да, между любовью и заботой огромная разница между любовь, забота и контроль и опека. Когда тотальный контроль и родитель очень включен в жизнь ребенка, у ребенка не формируется ощущение, что я могу сам. И это первый удар по самооценке. Да, потому что ребенку очень-очень важно получать вот этот опыт, даже плохой, да, разлить молоко, разлить стакан с водой, разбить его, там, не знаю, сделать что-то не так и увидеть, что в этот момент никто не упал в обморок из родителей, да, что ну что такого, ну подумаешь. То есть, когда родитель занят своей жизнью, у ребенка появляется свобода. Он может чего-то там пробовать, исследовать. Да. Второе, когда мама, например, или папа сами с низкой самооценкой, да, когда ребенок рассказывает, я вырасту, у меня будет свой водитель, я там, не знаю, или, например, я буду великим художником, у меня будет своя компания, свой бизнес. И папа говорит, а ты знаешь, сколько надо для этого сделать? И это тоже правда. Действительно много надо для этого сделать. Но Как послание, это сказано? да, как это сказано, форма, какое-то папино разочарование в своей жизни в этот момент, да, что у него чего-то не получилось. И он так потихонечку вот так вот перерубает, да, крылышки. Или мама говорит, да, конечно, вот если бы была бы ты, не знаю, чуть повыше ростом, тебя бы фотомодельки взяли бы, да. Это тоже, что важно. Мне не хочется критиковать родителей. Важно в том, что это же тоже с любовью делается. Но у родителей есть свой потолок. Такой же, да. Если у него внутри блоки, и он не может себе, ну, как-то шире смотреть на вещи, да, или он не признает судьбу ребенка какую-то, что у ребенка какая-то своя судьба, которая может быть очень отлична от родительской. И это вот третий момент, который будет очень ударять по самооценке. Да, например, в семье финансистов родился художник. И вот он говорит, я хочу мулевать просто целыми днями, сидеть. А мама с папой говорит, ну в смысле? Да на этом не заработаешь. Да, ты на этом не заработаешь. Или наоборот, там интеллектуальная семья, где профессора, допустим, да, или ну просто люди интеллектуального труда. Он говорит, а я хочу быть футболистом, ну или спортсменом, или и вот неспособность признавать какой-то автономный путь, допустим, человека или ребенка, если мы сейчас говорим, как это в детстве формируется, это будет все это подрезать будет ребенку. Да? Четвертое. Выходит ребенок в социум, садик, школа, институт. На чьей стороне стоят родители? Я все время спрашиваю. Они на стороне социума, школы, института, учителей или на стороне ребенка? Даже если он очень, очень накосячил. Да? Опять, в нашей стране ну, школа — это такое место, где, конечно, родители стрессуют очень сильно, очень большое давление, и поэтому, если уже родители вызывают в школу, то, конечно, все дрожит вся семья в этот момент, не только ребенок. И даже если мы берем аспект школьный, вообще вот это знание, что на твоей стороне родители, дает очень твердую самооценку. То есть, понимаешь, что я имею в виду? Что не количество купленных игрушек, не количество классной одежды, не даже там, не знаю, супер классная квартира или наоборот, не это влияет на самооценку, да, не внешняя атрибутика, а влияет, как мама или папа относятся к человеку. Вот это то, что можно заложить в детстве, да, именно через отношения. И тогда уже остальное будет получаться гораздо легче у человека. Ты сейчас говорила вот по поводу, когда родители реагируют как-то, что для этого надо много сделать. Сразу картинка пришла в голову Никиты Стаффия на монтаже. Помнишь фильм с Уилл Смитом на реальных событиях? Не слушай никого, кто скажет, будто ты чего-то не можешь. Даже меня. Понял? Понял. Если есть мечта, оберегай ее. Сын кидает в кольцо мяч и говорит, я буду там баскетболистом, я лучший там и так далее. Вот. А он его так осаждает сначала, а потом понимает, что он ерунду сказал. Он говорит, не слушай никого, даже меня, если что-то по-настоящему хочешь. А я думаю, что он как раз не понял, что он ошибка, он это специально сделал. Как бы. Я думаю, что это кстати, прям... может быть. Он сделал 2 итерации, он сказал Показал. несколько раз, посмотрел... Слушай, я да. с этого угла не смотрел. Да, он довел его до этой точки, когда тот был готов сдаться, и тут же его поднял. Вот это очень крутое
крутое действие в этом Хук фильме. такой. Да, да. То есть он его... Слушай, я не задумывался потом- даже с этой да. точки зрения. Я почему-то Мгм. своим скудным умом, я думал, что он Неправда. сначала ляпнул, потом исправился. Это очень точный пример. Это круто, что он тебе пришел сейчас в голову, потому что это ровно вот то, что я имею в виду. И неважно, они могли играть на площадке NBA, ну вот на крутой, да, а могли играть во дворе, Да. вообще Самое драные важное ребенку как отношения. отношения. Тогда вот в продолжении темы отношения родителей, как различается комплимент со стороны мамы и папы в отношении ребенка? Почему они по-разному могут интерпретироваться? Ам, Чуть-чуть тогда здесь скажу побольше про это, да, что вот у нас есть такой конфликт эдипальный, то, что называется. И это конфликт разнополых детей и родителей. Поэтому для девочки очень важно, чтобы папа... Девочка вообще развивает свою женственность и свою сексуальность через отцовскую фигуру. Мамины комплименты не так ей интересны и приятны. Поэтому задача папы — давать такие комплименты, которые у нее и ее девочковость развивают. Да, вот у меня был клиент, у него 4 дочери было, и он все время переживал, что ему не дали сына там наверху. И он говорил, у меня дочки одна отжимается, другая кросс дает, третья там, значит, силовым каким-то видом спорта. Сыновей лепил. Да, он лепил из них мальчиков. Ну, это была групповая работа, мы там все как-то посмеялись в том числе, да, но в принципе это такая довольно грустная конструкция, которая говорит о том, что этим девочкам придется много потом поработать для того, чтобы прийти к своей женственности, если они захотят. Это не значит, что всем это надо, да. Но предпосылка вот такая. Поэтому папа делает комплименты дочери, связанные с женственностью, да, какой у нее голос, какие у нее красивые волосы, как она там, не знаю, старается, ну не как она посуду помыла, да, и не как она пропылесосила, а вот что-то, что подчеркнет ее, Принцессность. да, такую принцессность, но тоже вовремя остановиться, да, все-таки мы не растим инфантильных таких принцессок. А для мамы, для мальчика, наоборот, важно как раз противоположное, да, мама. Комплименты папы ему вызов бросают. Поэтому мальчик с папой все время в такой конкуренции немножко находится. Он все время хочет его победить, этого папу, и одновременно быть таким же, как он, классным, сильным. Вот такой как бы внутренняя борьба. Поэтому здесь очень важно, как мама на этого мальчика смотрит. Да? И вот как раз ему она делает комплименты про то, какой он сильный, какой он ловкий, как он смелый, там, как он вообще что-то преодолел, как у него что-то получилось. То есть подчеркивает вот эту мужскую, важное очень мужское свойство, да, и качество. А если вот от отца он будет Да. те же самые комплименты слышать, как это восприниматься Это будет? воспринимается как соревновательный эффект. Сначала протест будет, да, сначала это будет такое. То есть это будет все равно будет хорошо и так, но попадет по-настоящему. Мамин, да? Да. То есть, например, вот папа с мамой рядом стоят, да, ребенок там сделал, не знаю, отжался как-то, особенно большее количество раз. Папа скажет: о, мужик там, дай 5. Мама скажет: какой ты сильный, просто женским голосом. И вы увидите на его лице, что, конечно, будет. Интересно. Вот прям недавно наблюдаю картину. У меня в Сочи приехал мой друг детства, с которым мы дружим больше 30 лет. Вот. И его сын занимается теннисом. У них был турнир. Гриш, привет, знаю, ты смотришь мои подкасты. На твоем Гриша, примере привет, хочу да. разобрать. Андрей, сына зовут. Андрей один из матчей проиграл. Гриша, отец, расстроился, ушел. И при этом еще Гриша похлопал его сопернику, Соперник. который... Ага. Да. Вот, то есть он его решил так под это самое, подзадорить, чтобы тот разозлился, возможно. Я вот сейчас пытаюсь анализировать то, о чем ты говоришь, и вот как будто я видел противоположность. Он вышел, мама там его молодец, все равно хорошо играл, он это мимо ушей, и он сидит на скамье и начинает там рассказывать, какой у него плохой отец, что вот он ушел, что он там другому хлопал и так далее. То есть все равно важно. Важно, Да? а это не противоречит. Да, вот Я давай говорю, вот тогда потому- здесь разберем, как Вот это это то, с работает. чего я начала, что папин комплимент, это, во-первых, здесь не было папиного комплимента, давай начнем. Это тоже важный нюанс, да, все-таки папа То его есть не хоть какой-то, похвалил. но пусть будет. Конечно. То есть здесь же вопрос в этой ситуации как раз конкуренция. То есть что сделал папа, да? Не осуждая Григория ни в коем случае. Исключительно кейс сухой такой. Мальчик проиграл, да, его соперник выиграл, другой мальчик. Да. Папа в этот момент как бы показывает другому мальчику, что ты молодец, таким образом стимулируя, да, своего сына из огромной любви к нему, к тому, чтобы он как бы взял эту победу. То есть тут нет комплимента. Здесь есть
призыв к К конкуренции. борьбе. Да, к борьбе в чистом виде. И в этот момент, когда мальчик разъярен, и мама подходит со своими сюсю-пусю, это работать не будет, конечно. Потому что в этот момент он в агрессии, в обиде, в разочаровании, в боли. То есть у него целый спектр. Мало того, что он проиграл, еще и папа его психанул и ушел. Да? То есть как будто бы папа не выдержал еще в этот момент его поражения. И тоже не критикуя, конечно, папу, мне это важно, да, чтобы просто тоже и папа получил для себя поддержку. Вот способность выдержать поражение сына, да, поможет поднять тому самооценку. То есть мы же про это говорим. Неспособность понизить. Неспособность выдержать, да, у ребенка возникнет конкуренция. Да, это даст ему еще импульс один, даст. Но к 30 годам придет лечиться. Все равно, потому что тут важно в этот момент он же поворачивается и смотрит на реакцию папы, да, вот я какой Да, для да, вот, папы. кстати, я прям видел после каждого неудачного, он прям вот ждал одобрения, смотрел на Да, папу, что видел, все если... нормально, все ок. Не-не, вот, допустим, он промахивается, и он понимает, что он сплоховал. Он смотрит на реакцию, а, допустим, если папа сидит там, уткнулся в телефон, то он даже уже не смотрит, потому что он, да, все, что тут... Был еще там случай тоже, другой отец, ну, другие матчи тоже там застали. То есть там вообще отец начал орать на сына, который очень, ну, проигрывал, там просто сильнее гораздо соперник был. И он орет, то есть они условно полигры только отыграли, он орет: все, типа, собирайся, поехали домой, я не хочу на это смотреть. Он прям при Вот, всех орет. общественный позор такой, Вот. да. Вопрос такой. Тогда вот в этой ситуации конкретно, допустим, когда проиграл ребенок, это нормально. Поражение — это нормально, это часть пути. Как должен себя вести родитель, будучи папой и будучи мамой, вот конкретно в этом конкретном примере, да? И что нужно делать, чтобы вот у тебя ребенок чем-то занимается? Сейчас не конкретно даже этот пример берем, да? Вот у тебя ребенок чем-то занимается. И нет никаких гарантий, что он будет лучшим. Вот. Как вырастить человека с высокой самооценкой даже при большом количестве поражений? Это очень хороший вопрос, потому что вообще мы заходим с тобой на такую территорию, спортивной психологии, например, да? Ну, или даже берем слово спортивная, психология достижений. Потому что иногда я даже у взрослых людей, я спрашиваю, вот твой вид деятельности — это олимпийский вид спорта или нет? Вот он просто занимается, не знаю, расклейкой рекламы. Я спрашиваю, это олимпийский вид спорта? То есть если это олимпийский, мы признаем цену на старте. То есть мы понимаем, что если мы идем в олимпийский вид спорта или в олимпийскую жизнь, в которой я хочу Надо только чем-то достижения, жертвовать, да, я да. жертвую тогда, цена в том, что я рано или поздно столкнусь с паническими атаками, с тревожными расстройствами, с низкой вот со всем этим. Это как бы цена. Если я понимаю, что это моя долгая жизнь, она длинная, и это не олимпийский вид спорта, да, а я хочу получить удовольствие и научиться чему-то, например, в этой жизни, это другая конструкция. Поэтому поэтому оно и разделяется, да, спортивная психология, она жестче, чем, например, обычная психология, да, она как раз построена на то, чтобы человек получал быстрые результаты, и дальше потом уже мы разбираемся с тем, что происходит как побочка. Вот, поэтому в этой ситуации, конечно, у нас есть такая инстанция внутренняя, да, это очень важно, я про это много говорю, потому что мне хочется, чтобы прям в школе про это рассказывали в 11 классе. Вот дальше папы не станет, да, вот в этой ситуации. Ему 25 лет, парню, допустим, ему 25 лет, папы нет, он по-прежнему в профессиональном виде спорта. Куда он будет оборачиваться в этот момент? А он будет оборачиваться, да, когда у него будет не складываться, но он будет в этот момент смотреть уже не на папу, которого нет, например, физически, да, а будет смотреть вот туда. И там внутренний отец будет сидеть точно с таким же взглядом внутри и говорить точно такие же слова. Например, вот этот парень, которому сказали: все, собирай вещи, уходим, когда он вырастет и рядом не будет папы, и он облажается где-то, он сам себе скажет: собирайся, я ухожу. Все, я не буду дальше Все он пробовать. сдаст. Потому что его так научили. То есть часто нам кажется, что мы стимулируем с помощью критики, да, или стимулируем с помощью нападения. В короткую дистанцию — да. Но если мы хотим формировать ценность себя человека, очень важно, чтобы он точно знал, что даже если я как-то проиграю, упаду или что-то я не так сделаю, да, моя стеночка не рухнет. Стеночка — имею в виду родитель. Да? И вот это повлияет на самооценку. Именно в долгую, да, и даже не просто на самооценку, а на ценность себя. Что еще особенно ранит вот в подростковом возрасте, что остается на всю жизнь?
Знаешь, очень, очень ранит, когда родитель э, думает, что он знает, как жить. Вот в этом как бы беда всех взрослых. Так-то вообще по-хорошему никто не знает, как правильно жить. Ни я, ни ты, ни психологи, ни психоаналитики, никто. Ну, то есть ни философы, ни там, не знаю, политологи, вот не поняли, как жить. Вот всю, вот как бы исследуют это просто столетиями, веками, а вот кто-то один понял, да, и вот это самая большая боль вообще всех взрослых людей, когда он думает, что он все понял. И это будет касаться и как влияния на ребенка и воспитания, и то, с чего мы начали, да, почему ничего в жизнях у людей не меняется, потому что они очень рано все понимают, как им кажется, да. Ну, то есть вот то, что я люблю называть геном любопытства. Вот это важная часть ценности жизни. Да? Даже если человеку 50-60 лет, неважно, он уже много чего сделал, или ему 30 лет, 20, и он уже в 25 все понял. Вот это тоже все будет к Ну, я так вопросу. скажу, в 20-25 я знал о жизни гораздо больше, чем сейчас. Сейчас. Да, ты знаешь, самое пугающее, что это будет нарастать. Незнание жизни должно нарастать. И чем с большим количеством лет вы начинаете меньше знать, тем вообще интереснее будет дальше. Причем, не знаю, вот Классно. как у людей это связано, у меня это связано больше с чтением. То есть для меня чтение это как бы особый вид такого уровня счастья в жизни, да. То есть если это можно Да, я тоже так наконец-то. считаю. Наконец-то кто-то. Вот, и тут, Мгм. ну, я просто вот каждый раз, когда попадается какая-то интересная книга, вот сейчас, например, я читаю Фауста Гёте, и сколько там отсылок, ну, там, Шекспир, античность, куча различных там английских писателей, которым отсылка, и там просто имя есть какое-нибудь, или Да. название есть Да, просто какое-нибудь. берешь и И его. если ты это название не знаешь, не понимаешь, ты вообще ни черта не поймешь, о чем он там дальше писал. Но ты загугливаешь потом это, Ну, я говорю, читаешь. это, наверное, одна из немногих книг, Мгм. которую я читаю там по 2, по 3 страницы, там, не знаю, в полчаса, в час, потому что я это проясняю. И я даже вот, ну, думаю, ладно, дай просто испытаю кайф от чтения. Такой сажусь, читаю, 10 страниц прочитал. Такой, что я понял? Ничего не понял. Беру заново, начинаю все это прояснять, и потом, блин, когда я все прояснил, думаю, какой кайф. Вот, и думаешь, насколько еще тебе все непонятно. Вот. В общем, ребята, Гёте, Фауст, Бальзам мне на душу прям, ты да. говоришь, да. Возвращаясь к нашим То баранам. же самое, вот я чуть-чуть я не могу Да. на это не Давай. отреагировать. На Фауста это тоже одна из моих настольных книг, я очень ее люблю. И, ну, вот просто если ее осилить, и вот А ты, именно кстати, верное слово сказала, да, осилить ее осилить надо именно не просто прочитать технически и поставить галочку, а вот действительно понять. посмотреть все ссылочки. Дальше вы читаете любую литературу от «Мастера Маргариты», Евгения Онегина и там всех последующих авторов, вы везде будете видеть эти отсылки. Там раскрывается вообще такое богатство на самом Мгм. деле, и возникает вот эта вот идея, как мне кажется, очень важная в этих книгах, что ну, нет ответов готовых, нет. Да, И да, это да. обнадеживает. Да? То есть если это взять себе как за ну, основу такой, за канал внутренний интереса к жизни, то вот. Ты говорила о самости вот этой искусственной, да? Уже я понимаю, что она может быть, да, это уверенность фальшивая. Вот. Как со стороны эту подделку распознать? Я-то ее чувствую, вот сейчас думаю, да, но иногда, сейчас не буду, кстати, эти имена называть, но иногда люди заблуждаются, а потом мы офигеваем от уровня заблуждений и количества этих людей, которые заблудились. Да, ты знаешь, а знаешь, почему такое количество людей заблуждается? Потому что люди не умеют себя чувствовать. Мы определить можем только по одному критерию, по своим собственным чувствам. Все. Внутренне. Да, то, как ты внутри это Как ощущаешь. Гёте писал. Да, это невозможно сделать по-другому. Просто невозможно, потому что, ну, во-первых, как так, с корней начнем снова, да? Как формируется ложная самость? Вот приходит мама в плохом настроении домой. Ребенок, например, получил двойку. Чтобы маму порадовать, надо придумать, ну, что-то классненькое. Да, и ребенок так, о, я сейчас тут, мам, я пропылесосил, я убрался, я тут что-то он начинает делать, чтобы мама расслабилась. Замещение. Да, конечно, мама расслабилась, он думает, о, работает. Ну, это все бессознательно, это, конечно, не находится в таком осознанном. Работает. Дальше папа приходит домой, там, строгий, или вот он пришел с тренировки, на которой я плохо выступил. Что надо сказать? Я скажу папе, что я выучил 4 стихотворения, например, да?
Это в лучшем случае, если ребенок взял стратегию достижения, да, а может же взять стратегию, что он пить начнет в подростковом возрасте. Вам все равно не угодить, я пойду бухать. Какая разница, да, например? Ну, то есть мы говорим сейчас про стратегию, которая пошла в плюс. И он очень рано понимает, что вот это работает, когда я что-то придумываю, да. Но дальше он вырастает, начинает вот эти все придумки демонстрировать и теряет в этот момент какое ощущение? Он себя начинает терять, да, то есть он не знает, какой он на самом деле, что он чувствует, что он любит, что ему нравится, не нравится. Вот мы, например, с тобой сейчас проговорили про Фауста, вот посмотрит там, не знаю, миллион человек нас скажет, о, надо читать Фауста, а кто-то один, кому Фауст не зашел, и это нормально, что он ему не зашел, он побоится сказать, например, слушайте, ваш Фауст какой-то говно, умничать там сидите, вообще это ерунда, которая... И он и может иметь на это право. Но сказать про это он побоится, да, потому что, ну, не положено. Нет, я хочу говорить. Нам Да. комменты лишние не Вот, я не тоже про то, лишние. что если плохо, говорить плохо, как есть на самом деле, да, что это интересно. Вот, соответственно, и дальше, если мы можем оставаться собой, вот что такое оставаться собой, не в пошлом смысле этого слова, да, чувствовать, что я чувствую, мне нравится или не нравится, я это хочу или не хочу. Дальше мы вырастаем, идем в социум, мы начинаем встречать разных людей. Сначала мы начинаем разных учителей встречать. Мы смотрим, о, там химичка странная, там математик, не знаю, физрук вообще какой-то отлетевший. Мы себе не доверяем в этот момент, потому что родители говорят, что все нормально, такой должен быть физрук или, ну, как бы у Это всех же... лучшая школа в Да, городе, например, сынок. да, правильно, у него супер рейтинги, я должно там получаться в школе. У всех же получается, а у тебя нет. Все, потеря себя. И вот в этот момент путь, как мы можем распознать ложного человека, это свое чувство. То есть если вы ощущаете дискомфорт, доверяйте, пожалуйста, этому. Дальше вопрос, ну, понять, да, и распознать, про что этот дискомфорт, ну, что, с чем это связано. Но первое чувство, оно всегда достоверное. Только так мы можем определить. Как в привычках поведения у человека можно распознать его неуверенность? Есть ли какие-то вот В привычках Right flag. именно Вот человек не уверен в себе, у это него всегда есть будут определенные крайности. какие-то привычки, глядя на них, ты можешь понять, так, надо подтянуть. Смотри, Потому что, возможно, нас смотрит предприниматель, а им надо нанимать на работу людей, а зачем О, это моя неуверенные себе? любимая. Кстати, это моя любимая. Вот всех предпринимателей учу этому сама их. Никогда не говорите с людьми про работу. Никогда не поймете, потому что к работе они готовы. Говорите с ними про жизнь. Как он поругался с женой последний раз? А что он хочет передать сыну или дочери? А какой его любимый конфликт в школе? А что для него, там, не знаю, у меня был один из любимых вопросов, который я задавала топ-менеджерам. Я спрашивала, смотрите, как вы поймете, например, сколько желтых такси в городе? У вас нет ни одного средства. Ни телефона, ни справочника. И я еще в те времена собеседовала, когда еще были справочники желтые. Я говорю, у вас ничего нет. Вот как вы будете? И не важен ответ. Важно, как Как он в этот мыслит. момент... Конечно, что он... Мне один человек сказал, я не знаю, как ответить, но я знаю, кому позвонить, чтобы спросить. И я понимаю, что он не побоится спросить, да? Вот опять про самооценку, да? То есть человек, который способен признать ошибки, сказать, я не знаю, или сказать, я лоханулся, или я там... Ну, то есть признать вот что-то такое настоящее. А если бы тебе так ответили? Ну, час назад было 1038. Да, я бы спросила, а как посчитать? Я бы хотела бы попросить все равно размышления. То есть я бы так сказала, что, знаешь, неважно. Или, например, еще у меня был любимый вопрос, я спрашивала, когда я продавцов собеседовала, которые продавали там либо рекламу, либо что-то, недвижимость, я спрашивала, например, если человек купил дырявую шубу, вот это чья ответственность, продавца или покупателя? И просто размышления про это, вот тут Ну, нет ты же же знаешь, правильного что ответа. сейчас это значит проблема шубы уже. Проблема шубы. Сегодня это проблема шубы, да. Вот. То есть размышления важны, да. А вообще важный еще показатель — это любые крайности. Очень уверенный человек, гарантированно, что он очень напуган. И наоборот, очень вот такой как бы весь зажат. Напуган? Да, напуган, конечно. Ну, птица, которая распускает хвост, когда ей страшно. Как ее называют? Павлин. Конечно. Она, ты же, может быть, знаешь, в природе она распускает это только в одном случае. Не, я не знал, кстати. Да, Тоже только когда ей страшно? страшно. Конечно, Серьезно? конечно. Поэтому им создают такую среду обитания, условия, когда, например, звук или шум, и он распускает хвост. Ну, либо брачная среда, где нужна агрессия, да, потому что любое соитие, оно подразумевает агрессивный акт. Можно ли тогда заключить, что вот если человек слишком импонирует в обществе в новом каком-то, да, пытаясь показать свою самость, уверенность,
говорит о Да, том, что ему страшно здесь важное слово «пытается». Знаешь, вот бывает, человек приходит, он садится себе и тихонечко, органично все. и просто к нему тянут, с ним хочется поболтать, ну, в естестве. А бывает то, что он заходит, анекдот, там, стих, песня, танец, и все это ты смотришь и думаешь, ну, вроде Как классно. я сейчас перед Неправда. брейкданс тут танцевал. Вот. Ну, то есть крайность, да, когда любая крайность. И очень уверенные люди, ну, очень сильно страдают, конечно. То, что мы называем уверенной с тобой, да, то есть показательная уверенность. В естестве уверенному человеку не надо ничего демонстрировать. Он просто есть. Как синдром самозванца связан с нашей самооценкой? Ну, вот прям на 100%. Что такое синдром самозванца? Это неспособность оценить себя и свои достижения, ну, относительно своей жизни. Да, когда человеку в 20 лет кажется, что он уже все, там, не знаю, потерял, не успел, потому что сегодня такая среда, в которой все очень быстро как бы развивается. Или опять другая крайность, когда человек уже много чего сделал, и он все равно говорит, мне повезло. Вот это мое любимое от предпринимателей послание, что мне повезло. И дальше мы это разбираем, это повезло. Так, по шагам, да, прям по годам в жизни. И выясняется, что вообще-то здесь было много напряжения, здесь я просто случайно выбрал людей или случайно выбрал команду. А вот тут вот, конечно, ничего случайного. Если мы чуть выросли из магического мышления, у нас случайности все довольно подконтрольны нам. Хотя, конечно, нам так не хочется думать, мы все верим в чудо, но вообще-то это всегда большой труд. Ничего просто так человеку не достается, не бывает. Даже если он рожден в золотых пеленках, и это все равно. Вот это, кстати, то, о чем ты сейчас говоришь, очень круто, если мы уж книжки упоминаем, очень круто показывается в книжке «Гений аутсайдера». Мгм. Да, я не читала. Там очень классно показано на известных примерах, на Билл Гейтсе, там, На всех, да, на значимых Джобсе, таких. да, вот когда мы говорим, ну, почему она даже называется гений, да, что мы идеализируем кого-то, вкладывая в его личность очень много чего-то, чего нам недоступно, как нам кажется, это первое. Второе, как раз вот эта модель везения, что что-то произошло, там как-то звезды сошлись, поэтому это. А там раскладывается на вот реальных там Примерах, персонажах, да? которые мы Мгм. знаем, условно от утробе матери, где кто с кем учился, где в каком университете пересекался, Траекторию всё да, показывает, какая всё между ними так. взаимосвязь. И Ну, выводится в конечном итоге на какие. А вот эта компания я здесь могла бы теперь написать такую появилась. книгу. Я это делаю в кабинете каждый Вот. да, Может, так и это, есть. кстати, ты написал? И Забыл во сне. название. Вот. На самом деле, вот после этой книги я немножко, знаешь, такой расстроился даже где-то. Вот. Потому что ну, вот этот ген, еще уж раз мы тут упоминаем генетику, вот. У меня был Константин Северин, он сказал, нет никакого гена гениальности, нет никакого гена там этого предпринимателя, уже забыл, господи, это Слава слово. богу, что он это говорит Вот. уже открыто. И генетика 50%, 50% среда, в которой ты растешь, и вот потом получится там Иван Иванович Иванов, либо Билл Гейтс. Вот. Я немного расстроился, даже прочитав эту книгу, что там вот развенчалось все, что все есть причинно-следственная связь. Ну, и в том числе, как ты используешь то, что к тебе в том числе там дает условно жизнь, с кем ты знакомишься там и так далее. Тебе хотелось в облачках еще Да. что есть. Хорошо, тогда такой вопрос. Почему бывает такое, что мы часто не умеем как раз-таки присвоить себе какие-то заслуги, свои успехи? То есть мы как-то их там стесняемся, где-то, возможно, там недооцениваем, где-то вообще, наоборот, обесцениваем наши достижения, говоря, да, что это, вот он, а я так. А другой на тебя смотрит и такой, ну, что, охренел, что ли, с ума сошел? Если мы себе представим, что наш внутренний мир, ну, просто образ стакана, и если он испачканный, да, а испачканный чем? Своей, ну, опять же, да, тем, как мы формировались, в чем мы росли, тут это все в рубчиках вот так вот находится. И дальше мы сюда, вот сколько чистой воды не лей, да, нужно очень много налить, чтобы вот это вот грязное вымылось, да. Вот это ровно такой психический эффект, да, это то, что мы делаем, например, в терапии, когда мы все время пытаемся вот это обесценивание как бы чистой водой, да, залить, скажем так, вот как в этой книге правильно ты рассказал, да, как мы протираем глаза тем, что мы осознаем, сколько мы сделали. И действительно, для тебя это может быть норм по темпераменту, да, вот я тоже очень много работаю, мне это, ну, как бы мне нормально это по темпераменту. Другой человек в моем ритме не выдержит, не потому что я какая-то сверх, а потому что у нас разные темпераменты, да. Но
И тем не менее, даже если ты как бы признаешь про себя, что у тебя есть такая особенность, да, что ты работоспособный, ты от этого кайфуешь, ты это не замечаешь, для тебя это не сверхзадача, не сверхусилие, все равно это нужно ну, ценить, да, потому что даже то, что для нас естественно, должно быть оцененно. Да. И тогда вот в этот момент у нас дворники промывают наше такое замутненное стекло. И мы начинаем понимать, что вообще-то да, это же моя особенность, что я работоспособная, например. Да. Это не вообще, а это мне так досталось. Считаю, что повезло. И кайфануть от этого. Вот. Как это ценить не знаю, в ежедневной рутине, допустим? Вот у меня с утра есть привычка. Я с утра встаю, там зарядочка, и есть у меня определенные вещи, которые я там на день себе в виде настроя, так скажем, говорю. Вот. В том числе там перечисляю, за что я благодарен. Вот условно в эту благодарность я просто встраиваю. Я молодец, потому что вот это я там делаю, хотя бы просто Знаешь, делаю. вот как Или показывает, как? вот пока показывает практика, слово «молодец» не работает, потому что это очень наш детский паттерн. Да, нас как бы молодцами называли, ну молодец, да, и Мгм. тоже, то есть у нас Ну, вообще, молодец да, какой. молодец, конечно, да. И у нас вот это вот молодец очень, наша психика его не любит это слово, оно ничего не дает. Да, поиграться, да, но если мы говорим про серьезное наполнение себя, то очень важно, конечно, говорить, ну, за что я себя ценю, что мне ценно в себе. И я бы даже начинала не с того, что я сделал, да, а вот ну, что-то ценное как свое свойство, да, как своя способность, как свое качество, как какую-то свою особенность. Да. Вот я против того, чтобы... Сейчас очень много тоже про это работается и рассказывается, и вот эта вся нарциссическая тема, как бы мы все особенные, мы все... Вот я под особенностью не подразумеваю вот эту идею, что я вот такой особенный, у меня супер границы, меня никто не трогает. Нет, я не в эту крайность. В общем, без тщеславия, да? Да, правильно, без тщеславия. Я за особенность в смысле, что мы все особенные в каких-то своих наборах характеристик. Да? И вот когда у нас есть наша такая книжечка про самих себя, мы знаем свои особенности, вот за это нужно себя благодарить, вот прям ценить. Я ценю себя за это. И это можно Это условно встроить в свою прям вот условно утреннюю в рутину. напоминалочку, конечно. Даже вышли, вот, например, сегодня мы закончим подкаст, я это тоже всегда делаю, да, я выхожу, допустим, я знаю, что у нас классный разговор, мы сейчас много пользы людям дадим, да, тем, что одну-две фразы люди это себе возьмут, и уже будет круто, да, там одного-двух человек, ну, что-то для себя поймут, и мы уже большое дело сделали с тобой. За это же можно себе сказать, да? То есть не за сам подкаст, что мы тут в студии сидели, а за то, что один-два человека возьмут. Можно выйти себе сказать, блин, классно. Вот это... то есть это не нужно делать из этого какую-то большую задачу, вести большие списки, садиться. Для этого не нужен специальный психолог. Для этого просто встали Просто, утром. Лиз, закажи бутылочку шампанского нам, пожалуйста. В конце. И всё. Да. В какие моменты жизни особенно заметно, когда вот мы себя недооцениваем? Есть ли какой-то рубеж, порог или там, не знаю, вот эти кризисы, о которых много Ну, говорят? конечно, когда нам плохо и тяжело. Там самооценка. У нас есть такое понятие в психологии, как регресс. Наша психика регрессирует как бы до базовых настроек. Да? Вот, там, не знаю, телефон намок, он тоже, все настройки сбиваются. Вот у нас также случается какая-то кризисная точка, и человек выбросит ровно туда, где он максимально в себе не уверен и нестабилен. Так мы все устроены. То есть это как раз не особенность человека. Психологически мы все так. Да, мы так все. У нас есть точки фиксации. Это точки, где мы были травмированы, когда росли. У меня была пара, которая имитировала брак, будучи разведенными. То есть он вечером приходил, проводил время с детьми. Для детей имитировали? Да, они ложились спать, он уходил, утром приходил назад, он уходил в другую семью, утром приходил назад, и так было 16 лет. И знаете, с чем они ко мне пришли? С анорексией у ребенка. То есть ребенок вырос за это время, и к 16 годам с анорексией. То есть симптом появился, который... когда они пришли, первое, что сделал ребенок, когда они сели все втроем, он сказал, может, вы теперь расскажете? То есть он все знал. Да. Поэтому вот у нас есть вот эти точки фиксации, да, и нас туда будет всегда триггерить что-то. То есть так, чтобы мы все пролечились и стали осознанными в дзене, это невозможно. Слава богу, мы без работы не останемся. Но и, в принципе, интерес к жизни человек не потеряет, потому что нам всегда есть чего у себя там переработать. Поэтому регресс неизбежен. И если, как, например, когда человек долго в терапии, я иногда такое слышу, что вы там можете 7 лет обсуждать, например, одно и то же. Потому что
вроде как детство же одно и то же, да, и ты уже за 7 лет действительно много чего уже переработал. Но фишка-то в том, что человек проходит за эти годы вот эти кризисные витки, да, и у него появляется возможность переработать эту опору вот в этих точках фиксации, где случилась травма. Поэтому регресс неизбежен, мы все регрессируем. Да, вот был сейчас ковид, все сели дома, все вдруг начали готовить, да, хотя И и разводиться. разводиться, да, то есть у нас вот эти точки, оральная точка фиксации, да, вот это место, Ну, где хотя бы все сытые из дома ушли. сытые и пары освободились, например, для кого-то еще. То есть, да, вот происходят некие тенденции, мы можем видеть. Или, например, человек начинает много пить или много курить, да, когда стресс. Все, пошла оральная зона, точка фиксации. Вот, поэтому, конечно, нам важно опять, вот пусть это будет замылено, но это очень важная идея, что если вы знаете свои жизненные циклы, у вас ваша жизнь собрана воедино, вы понимаете, что из чего вытекло, да, почему вы в этой точке, то это означает, что вы прям очень укреплены перед будущим, потому что будущее, как мы знаем, неизвестно. Мы вообще не знаем, что будет через, там, не знаю, час, да. Как мы можем не бояться неизвестности, когда у нас есть сзади бэкграунд, да, когда у нас рюкзачок с нашим опытом жизненным, да, и там лежит и первое, второе, третье, и мы знаем, что что-то неизвестное придет, я туда повернусь и смогу оттуда достать. Вот это поможет человеку опираться ну, вот, на свою самооценку в этот момент. Почему мы, человеки, э, соглашаемся на меньшее? В работе, в отношениях, в деньгах. Хотя могли бы гораздо больше. Так безопаснее. Именно потому, что мы очень боимся, ну, как сказать, меньшее, оно гарантировано для нас, да, оно у нас не подсветит наши темные стороны. Да, вот когда мы встречаемся с людьми, в любые отношения мы входим, в личные, в интимные, профессиональные, в любые отношения, мы начинаем высвечивать друг у друга неосознанно наши темные места, ну, какие-то наши уязвимые места. И дальше мы, конечно, всячески их прячем. Да. Отсюда рождается это искусственное немножко взаимодействие, потому что нам страшно, что кто-то увидит. У нас серьезный подкаст на психологическую тему, да. Фауста обсуждаем с тобой. Вот. Люди боятся, ну, что их кто-то прочитает, да, их слабые места и туда ударит. А если это будет какой-то вот гарантированный простенький вариант, он же точно не больше меня и не сильнее меня, не ярче, не краше, ну вот, да, не ярче, я сейчас не про внешнее, да, а про Я понимаю. ну, как бы луч света этого. И тогда все останется. Я рядом с этим всегда буду как бы немножечко на высоте. Этим, кстати, отличаются такие, может быть, успешные люди, да, ну, таким бесстрашием. Они в целом готовы столкнуться с какими-то своими темными сторонами. И они всегда знают, что с этим делать. У них есть инструментарий, есть там, не знаю, команды терапевтов, да, кто им в этом помогает, тренеры, коуч, сейчас этого всего вагон. Ну, книги, опять же, то есть фильмы, это все же уже как действительно написано. Вопрос только собрать это все и применить для себя. То есть мы ничего не изобретаем, в принципе. В чем разница между скромностью и обесцениванием себя? Ну, в чувствах. Скромный человек, он, как сказать, он будет стесняться говорить о том, что он что-то сделал. Да ладно. А обесценивание — это нападение на себя, это вообще другое чувство. То есть он не скажет «да ладно», он скажет «да это вообще такая ерунда», то есть он обязательно оценит. Да? То есть скромный, да, ты сказал слово? Скромный человек, он не будет оценивать то, что он сделал. Он просто скажет «ну, спасибо, да ладно, ерунда». То есть ерунда про себя он это скажет. А тот, кто обесценивает, он обязательно даст этому прям негативную какую-то оценку. Какая-то побочка есть от этого? Вот если человек хронически обесценивает сам себя, к чему это в конечном итоге приводит? Ну, это приводит к тому, что он теряет вкус к жизни. Рано или поздно он окажется в депрессии клинической. То есть не просто, когда он потеряет смысл жизни, да, а когда ему все покажется невкусным. Ну, то есть все вообще. Когда он скажет, например, жениться опять, опять женился. Там дети, что там нового, да? Новый бизнес, новая работа. То есть, потому что, все, вот стакан наш будет полностью заглушен. Туда ничего нового не будет входить. Какой выход? Не доводить до этого, конечно. То есть выход как и со здоровьем. Да? То есть, конечно, можно идти на операцию, когда уже, там, не знаю, кишечник сломан, а можно просто питаться нормально его. Поэтому нет таблетки волшебной не дам, нет такой таблетки. Нужно просто все время контролировать
не маниакально контролировать, да, а просто следить за своей жизнью. Вообще-то жизнь наша очень интересная. Вот если за ней наблюдать вот буквально как за, не знаю, за той же книжкой, да, я у кого-то тоже прочитала такую идею, что в целом мы нашу жизнь можем оценить только на смертном одре. Да, так же, как и книгу. Мы не можем в середине книги сказать, она интересная или нет. Если мы назад не заглянули, не знаем концовку, мы не можем оценить книгу. Мы ее оцениваем из страницы в страницу. Иногда она на старте скучная, в середине интересная, потом опять скучная. И под конец мы думаем, блин, офигенная книжка. Положили и хотим еще 3 раза перечитать. А бывает так, что прочитала, и думаю, ну когда мы это поймем? Только когда прочитали. Вот то же самое с жизнью. Да? Мы не можем, ну ее невозможно оценивать окончательно, ну в том промежутке, в котором вы сейчас находитесь. Нет, невозможно. Потому что, может, завтра у вас вообще такое, так все развернется, такие странички появятся, что вы просто обалдеете, да, поэтому и поэтому то же самое другая крайность сейчас очень модно, когда Энтони Хопкинс, вот эти все актеры уже третьего возраста, да, значит, философски поучают молодежь, как нужно, там, Мгм. значит, но это не работает. То есть то, что ему к 70-80, то, что он сейчас осознает уже как результат своей жизни, нельзя 30-летнему это применить. Это, во-первых, не работает, во-вторых, зачем? Ну, он должен еще хапануть свое все, а потом в 60 также сидеть и как бы говорить умные речи. Я вот сейчас уже представляю комментарий по поводу примера с книгой. Вот что, да как, я кучу прочел неинтересных книг. Ну тогда Я со и своей жизни стороны много скажу, неинтересных. если вдруг все-таки вы думаете, что ну, можно оценить книгу по первым там 2-3 страницам, да бог с вами, возьмите другую книгу. Если вам ваш период жизни не нравится, начните жить так, что вам начнет это Конечно. нравиться. Поддержу тебя еще тоже в эту область. У нас есть идея тоже школьная, да, что если начал, надо дочитывать. Да, Да, да. например, ну не Ну не обязательно. дочитывай. Конечно, если не нравится, это, ну, опять, все, что мы здесь Но это не говорим, тоже значит, что можно нужно подвергать перестать сомнению. читать. Именно, Имеется в виду, не именно. значит, что надо перестать жить. Жить Можно надо все дальше, перестать, только не интересно. читать, Да. пожалуйста. Ну, кстати, у меня есть ощущение такое, что как будто это вот есть уже аудитория какая-то, да, как вот их зумеры называют правильно и так далее. Они вообще не понимают вот то, о чем сейчас мы говорим. Ну, и это тоже нормально, Ну, я наверное, тоже да? думаю, что это не потому, что они зумеры, а потому что вот будут они постарше, и их психика захочет другого продукта, понимаешь? Надеюсь на это. Да, вот я прям верю, если честно. То есть я думаю, что просто всему свое время. В какой-то момент вот мы живем, тоже у этого есть цикл, да, до 21 года психика наша формируется только. Она, ну, там, она ничего не познает, она просто набирает, вот так нахватывает. С 21 до 30 мы живем инерцией. Вот просто все, что там насобирали, быстро пробуем одно, жадно, то, 5, 10. Да, как Черчилль говорил, ты должен быть в 20 лет революционером, но если ты в 60 лет не консерватор, то Да, ты да, да. дурак. Вот поэтому у этого есть вот этот цикл, да, что так должно быть. Мы должны сначала жадно вот это все, ваши книги, все это ерунда, мы должны противостоять системе, рассказывать, что это все плохо. К 30 придет кризис среднего возраста, придет А жадность. он придет. А он придет, всем, обещаю лично. Вопрос только градусов, кто как это почувствует, но придет. И тогда психика захочет другую продукцию, понимаешь? И тогда люди начинают вдруг читать, они начинают слушать более глубокие какие-то вещи, да, даже аудиокниги начинают. И вот в этот момент они начинают испытывать вот это облегчение, да, когда в кризисе не друг помогает, да, а какая-нибудь классная литература, например. И он понимает, что ну, вот до тебя все болели, с тобой будут болеть, и после тебя все будут болеть. Вот это знание очень облегчает. Я верю, что все дойдут. Вопрос только времени. Если школа еще и перестанет насиловать литературой, тогда что-то Да, я бедного вот, кстати, Пушкина бросим. совсем недавно, вот тем летом, я начал перечитывать пятикнижие Достоевского. О. И я такой читаю, думаю, блин, чё мы там А что там можно в понимали? 16, 15, 14 лет понять? Окей, тогда вот хочу два типажа антагониста разобрать. Вот что общего между людьми, которые боятся не провала именно, да, а успеха боятся? Да. Что общего Да. между кем и кем? Вот Между между... те, кто боятся провала, да, и те, кто боятся да, успеха. да. Вообще все общее. Все общее? Да, да. То У есть них это одно и то одинаковая же? конструкция, конечно. Например, м, знаешь, это же очень часто встречается такая история, что человек чего-то очень-очень хотел, Да. очень много к этому шел, пришел, и дальше 15 минут радость, и дальше он говорит, я ничего не чувствую. Поэтому это вообще из одного котла история, да, что он из этой точки, когда я
думаю, что я ни на что не способен. И когда у меня все получилось, я буду испытывать одинаковые чувства. Вот А потому что если нет разницы, то зачем платить за это большую тогда зачем цену, да? платить больше, это правда. Ам, У меня был опыт работы в детском доме, и я видела детей, у которых тяжелые судьбы. Ну, автоматически это видела. И я знаю истории, и они на слуху тоже в целом истории, когда такой человек, например, вырос, много чего в жизни сделал, да, и он улетает в депрессию. Или, например, самый яркий пример вообще очевидный, когда человек вдруг выигрывает в лотерее Мгм. кучу денег, и что с ним случается, да? То есть вот он психический механизм. Если мы не по накопительной как бы оцениваем свою жизнь, а на нас вдруг что-то сваливается хорошее, то мы автоматически провалимся в депрессию. Потому что мы будем в этот момент сталкиваться с ощущением, что я недостоин. А что теперь с этим делать? Этими деньгами надо как-то распоряжаться. Вдруг этот мальчик из детского дома обрел свою семью, бизнес, у него родились детки, все хорошо, он приходит домой и плачет вечером, потому что его детдомовское нутро будет ему говорить, оно в момент, когда хорошо, будет активизироваться сильнее. Да? Вот если мы замерзли, рука замерзла, например, прям обморожение, мы приходим в теплое место, она размораживается, и что первое мы испытываем? Какое чувство? Теплоту, У нас будет очень боль, покалывание. да, вот сильно будет болеть. Поэтому если мы психически много лет себя гнобим, а потом у нас получается что-то хорошо, вот то место, куда мы себя гнобили, начнет болеть. Да, поэтому мы не можем порадоваться достижениям. Поэтому я все время говорю, надо радоваться малюськам достижениям. Малюсечка тут, то есть приумножаем, приумножаем. И когда случится большое, мы подумаем, ну, конечно, так должно было быть. Ну, я же вот, 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 вот. Конечно, это закономерно. И в этот момент не бояться, что придет наказующее око и обязательно заберет у тебя успех. Это как бы третья конструкция, что когда человек все получает, все то, что он хотел, да, мы это имеем в виду, он вдруг в этот момент замирает, говорит, а теперь, у нас же эта поговорка, посмеялись, значит, сейчас будешь плакать. Вот это Смеется тот, кто кто смеет до смеется последнего. последним, да, это только у нас такая история, что мы думаем, что если сейчас нам хорошо, завтра будет плохо. Ты вот про детский дом упомянула. Наверное, такой яркий пример, когда формируется с детства, да, аккумулируется вот эта внутренняя психологическая боль какая-то. Вот. И понятно, что есть примеры, когда эта внутренняя боль становится источником силы у людей. Можно ли осознанно как-то этой болью начать управлять, чтобы впоследствии там использовать ее как источник силы для себя? И как это делать? Я считаю, что да. Я это называю внутри себя управляемый занос. Это ровно то, что делал Уилл Смит в фильме. То есть, когда мы взрослые, мы чуть больше знаем на шаг больше, чем знает ребенок, да. То есть, если мы говорить, как формировать, мы знаем чуть больше. Но не надо ребенку про это рассказывать, что я-то знаю, что там будет. Дайте ему туда подойти и остановите, да. Вот, собственно, вот ровно вот в этом примере вот это называется управляемый занос. Когда мы уже взрослые, то же самое, да, нам нужно исследовать свои границы, да, расширять их и смотреть, где я столкнусь со страхом, да, вот это я могу. Вот сейчас, например, ты говоришь, вот я 8 подкастов, интересно, если я 12, уже я улечу в перегорание, или я, например, улечу в какую-нибудь манию и буду считать себя, что я вообще супер крутой, я теперь делаю исследовать, да, опять свою граничку, такую границу, и дальше ты понимаешь, не, вот 8 ок, 9 уже too much. Да? Все. И тогда ты как бы понимаешь, что эти 8 тебя наполнят, а 12 тебя уничтожат. Да? Хотя казалось, что ты сделал больше. И вот это вот все время внутренний вопрос, меня это наполняет или уничтожает, его стоит себе задавать в любой виде деятельности. Контакт, общение. Оно меня наполняет сейчас или изматывает? Вот я хочу еще или я хочу закончить? Да? В любом вообще как бы моменте. С профессией, в отношениях, с людьми, в магазине. Вы сидите в большой компании, вас пригласили на день рождения. Вы сидите, вы понимаете, мне неинтересно. Как и с книгой, да? И, конечно, это социальная конструкция. Окей, 15 минут для приличия со всеми поболтали, дальше сказали спасибо. Да? Я иногда у женщин спрашиваю, вы можете отказать подруге, потому что вы не хотите с ней встретиться, а не потому что вы заболели? Или у вас там, не знаю, какое-то То есть сказать дело. как есть, да, А не сказать, что ты выдумывать. знаешь, сегодня я не готова встречаться. Не потому что ты плохая,
Или там, ну просто сегодня у меня нет ресурса, например, да, ну просто мне не хочется. У нас же тоже как бы наше окружение, они же про разное для нас, да, с кем-то мы больше даем, а с кем-то в дружбе, наоборот, нам Мгм. больше дают. И бывает, что мы не совпадаем в циклах сейчас, да, просто жизненных, да. Сейчас мне хочется, чтобы меня просто послушали, а я поною, например. А бывает так, что нужно, чтобы я приехала и кого-то послушала, да. И если мы не совпали циклами, у нас не получится контакт. Да, и это будет и так же во всем в жизни. То есть вот этот навык исследовать, что со мной происходит. Всегда вопрос внутри себя. Ты сказал про заболела, я вот сейчас вспоминаю какие-то свои примеры и там из семьи. М, Люди, которые выдумывают, там, я заболела, поэтому я никуда не пойду». Они потом заболевают. Почему? Конечно, конечно. Вот бы еще так работало, что я не приду, потому что я миллион Да, да, зарабатываю, да, да? да, да. Ну, я так не пробовал, не слышал. Но Попробуй. Вдруг сработает. А, Ну так объясню почему. Потому что наказание себя происходит. У нее вина за то, что она имеет солгала. желание. Не то, что солгала, вина за потребность. Вот смотри, я не хочу, например, ехать кому-то навстречу. Это моя нормальная потребность. Если у меня внутри на нее нет разрешения, я буду себя винить за то, что я не хочу. Я же нормальная подруга, я Мгм. должна поехать. Поэтому я себя накажу за то, не за обман, да, а за свою потребность. Вот это очень важный как бы нюанс, что как люди попадают в аварии, попадают в какие-то катастрофы, ну там, не знаю, ломают ногу, и, ну вот как что-то происходит, это всегда будет, всегда нападение на себя. То есть наша Из чувства психика, вины да, перед кем-то. да, да, да. То есть мы испытали вину и напали на себя. К вопросу достижений. Почему некоторым людям страшно даже не провалиться? То есть не о том, что вдруг не получится, а им страшно даже начать просто. Ну, потому что страшно с чувством столкнуться. Страшно столкнуться вдруг сознанием про самого себя, что я на что-то не способен. Вот эти ограничения в себе увидеть очень сложно. Ну, как я все время говорю, ну попробовал, не получилось, выбери другое. Да? Вот это между выбери другое и не получилось возникает чувство. Да? Самобичевание, обида, злость, негодование, ощущение бессилия. И вот в этом месте, вот чтобы это не испытывать, да, также почему люди не вступают в отношения, чтобы не было больно. Это тот же эффект. Да? Всегда ответ будет про то, что не хочу сталкиваться с какими-то чувствами. Почему я что-то не делала? Ну и вот если брать опыт родительский в момент воспитания, какой след оставляют родители, что вот во взрослом возрасте у человека боязнь столкнуться с чувствами, они даже что-то не начинают, не пробуют. Вот родители А что вот делают? прям это может быть вообще в любом. Это может, начиная с 3 лет, может случиться в любом возрасте. Если бы твой друг взял бы сына с тренировки, поехали бы в лес и просто побили, не знаю, там, не знаю, деревья, полупили бы в них, взяли В общем, биту и агрессию вместе как-то вы выпустили, но не вместе, друг на рядом, друга. да, рядышком, вместе. Сказать, слушай, нормально, ты сейчас проиграл, это пипец как злит, ну, как это обидно, и это злость. Давай, мы либо с тобой вместе сейчас включим фильм, поревем, ну, то есть выпали с ним чувства, либо пойдем со злостью сейчас куда-нибудь ее выплеснем, да, и дальше румяные поедем домой с пониманием, что завтра будет новая тренировка, новая победа и новые достижения. То есть это всегда про чувства. То есть вот это страх столкнуться с чувствами, это наш самый главный ступор. Про денежки еще хочу тему затронуть, потому что у меня состояние, это иногда в том числе и капитал, деньги, доходы. Как самооценка связана с деньгами, с доходом, с тем, сколько мы зарабатываем? Это такая же энергия, как и все остальное. Да. У ребенка в детстве нет 2 вещей: денег и секса. Это 2 вещи, которые для ребенка недоступны, пока он маленький. И в зависимости от того, как родители к этой теме подходят, да, как они обращаются с этим вопросом, насколько у ребенка есть доступ вообще к деньгам, к норме денег. Вот сейчас важно, чтобы меня правильно услышали. Доступ к деньгам не в смысле, что они его заваливают деньгами. Нет, что деньги — это не запрет. Да? У нас в Советском Союзе было запрещено 2 темы. Да? Деньги, ну вот как бы это было под запретом. Важно, чтобы ребенок знал, что это точно такая же сфера жизни, как и все остальное. Вот есть учеба, есть деньги, есть там вот литература, есть друзья, есть отношения. Это должно быть нормой, и чтобы она не пугала, да, чтобы это не было так, что вот ты вырастешь, когда-то ты с этими деньгами столкнешься, а дальше люди просто понятия не имеют, что с этим делать. Поэтому самооценка
И способность ценить себя, ценность, да, это и есть, вот, например, когда дети воруют деньги дома, я все время говорю, они воруют ценность. Они не воруют деньги напрямую. Это значит, ребенок не чувствует себя ценным дома. Давайте Что туда ему дадут, посмотрим. да, Что что надо ценность, своровать. что он ценен, что он как человек ценен. Вот это ему не хватает, да? Не денег ему не хватает. Если ребенок знает, что он значим, что его любят, его выбирают и на его стороне, ему не нужно своровать это. Понял? Она, да, метафора такая, что деньги это равно ценность. И если ребенок ворует, он ворует ценность, не деньги. Ему, значит, не хватает ценности в семье. И когда мы это восстанавливаем, да, папа, например, начинает хвалить мальчика, и вдруг воровство проходит. Потому что он получает ценность в этот момент. И вы, когда, и мы все, когда мы зарабатываем, но мы не сами бумажки зарабатываем, да, мы в этот момент в том числе ощущаем свою ценность. Нам важно это почувствовать. Да, действительно, сегодня деньги — это мерило, да, и это на этом, в общем, строится нарциссический мир в целом, да, что если ты такой умный, что ты такой бедный, да, любимая поговорка многих предпринимателей. Миллиардеров. Да, миллиардеров, которые, ну, как бы... но они Которые уже просто... не миллиардеры. Но так. они в этом ранены просто, понимаешь? Я когда это слышу, я все время я в этом вижу за этим боль, да, потому что когда они встречают, например, душевно богатого человека, но он при этом ну, не зарабатывает много не потому, что он не может, а может, у него, например, не лежит в этой области интерес, или его критерии оценки себя не лежат в области денег. У меня к таким вопросам. Если ты такой умный, почему ты ум связываешь с деньгами? Вот. Вот, правильно. Ну, в общем, да, поэтому это как бы очень взаимосвязанные вещи, но все-таки вернемся к тому, что мы действительно живем в современном мире, классно, хорошо зарабатывать, это классная штучка. Ну, то есть действительно прикольно иметь деньги, иметь возможности, но просто это нужно разделять, да, что мы знаем с тобой точно много богатых людей несчастливых. Да? Ну, потому что как бы, чтобы сформировать самооценку, связанную с деньгами, нужно убрать деньги как ценность ну, в да, целом. как ценность. Просто ресурс. Да, просто это то, что вам помогает ценности, да, то есть, конечно, благодаря деньгам вы можете съездить на классную выставку, да, или купить что-то, что, допустим, вы, ну, недоступно через интернет, да, например. То есть это обслуживающий как бы персонал, да, скажем так. И вот, но цены между вами и деньгами, ценность в вас, а не в деньгах. Вот я все время говорю, да, что у вас такие же отношения с деньгами, как и с женщинами, с партнерами и с родителями. Это идентичная конструкция. Часто вижу такую штуку, что у кого низкая самооценка, вот условно есть там, смотришь на предпринимателя, он там реально крутой, успешный, круто запускает продукты какие-то и так далее. Есть вроде в той же нише, но результат посредственный. Вот вопрос с психологической точки зрения, почему люди с заниженной самооценкой, им очень сложно себя продать. И продать то, чем они занимаются, свой продукт, там, без зазрения совести рассказать о нем. Потому что им кажется, что они обманывают. Он же не считает себя ну, классным в чем-то. И значит, он в этот... Ну, классным — это не оценочное, да? То есть, например, он знает, что он делает классные, вкусные круассаны, что у него хорошая мука, привезенная специально, и он про это знает. Ну, знает. И для него не проблема про это рассказать. Да? А человек, который, например, все то же самое, но и он всегда в себе сомневается при этом, да, то есть он думает, так, вот все-таки не так ровные вышли эти круассаны, да, вот они не до конца прожарились. Или вот когда у него возникает вот этот такой перфекционизм, который на грани уже с безумием иногда, как он может про себя рассказать? Ему нечего рассказать. Я у него спрашиваю, например, ну вот смотри, вот эти 5 круассанов уже получились, вот 5 же можно уже? Чё-то к например? шестому привязался. Да, что-то к шестому. Он сказал, не, ну у меня же партия 12. Как я про 5-то расскажу? Все, то есть там тоннель срабатывает, и выйти за рамки этого тоннеля становится невозможно. То есть это опять мы упремся с тобой в ложную самость. Что внутри, вот какое ощущение, чувство мешает просить больше в целом, там, не знаю, на работе ли, или там от партнеров ты бизнесом занимаешься, или там в отношениях ты понимаешь, что ты даешь, но не получаешь, допустим, чего-либо. Вот я у тебя так спрошу в ответочку. Давай. Вот что мешает человеку зайти просто идя по улице мимо в ресторан Пушкин, попроситься в туалет? Обычно. Недостаточно хочется в туалет. Например, да. Да, если психологически.
Он хочет по-маленькому, не по-большому. И опять физиологически, а если все-таки Это психически? иногда ну, психически, не знаю, страх какой-то. Да, то есть ему он как бы... Неудобство. Да, А что неудобно. Ему, подумают? да, вот, и начинается вот целое, Да. вот здесь то же самое. Ощущение, что как будто бы я не имею на это права. Тем более того скажу, многие в туалет не хотят, но они туда стесняются зайти. Да, ну или просто в какое-то, да, дорогое место, где, ну, можно просто посмотреть. Сейчас же много этих марафонов. Иди в дорогое место, посмотри, у тебя будет много денег. Подними уровень Да, нормы. подними уровень нормы, да, вот это моя любимая. Ну, то есть, и это, ну, как бы это все не работает, потому что людей это загоняет еще в сильнейший стресс, да, Да, в ну, это тревогу. чистой воды Ну, это, манипуляция, мне конечно, кажется. конечно. Поэтому ответ — это внутреннее право, ну, что я имею на это право, да, или внутреннее знание про себя, что я этого достоин. Смотрим пункт 1. Как понимать, что я этого достоин, когда вы можете оценить всю свою жизнь? А вот с чего человеку начать, если он осознал, что моя самооценка меня ограничивает? Если он уже осознал, это 80% успеха. Потому что обычно проблема в том, что люди не осознают это. Им кажется, что ну, просто я не Всё в могу, порядке не со мной. способен. Нет, они, например, как бы говорят про себя гадости, но не считают, что это низкая самооценка. Ну типа это ж правда, но Да, это так и я есть. просто считаю, что я вот неуспешный, все. Я же не знаю, как устроен андроидный коллайдер, как я, ну это же правда так. И ты как бы сыпешься в этот момент, что ну ты правда не знаешь, но это не значит, что ты не можешь разбираться в каких-то других областях. Поэтому если уже признали 80%, да, дальше нужно определить, что это за область, да, поискать травму, с чем она связана, откуда это, чей голос внутри говорит, что вы там в чем-то не разбираетесь, да. Кто вам это шептал, да, откуда у вас это знание? Обычно довольно быстро, если уже человек осознал, довольно быстро Он находит ответ. находит ответы, потому что у нас так психика устроена, все, у нас есть инсайт, да, придет через что-то, обязательно ответ придет. Тут проблема в том, как бы осознать, что низкая самооценка. Вот в этом как бы главный момент. Какие шаги действительно работают, если хочешь изменить отношение к себе? Вот человек осознал. То, о чем ты проговорила, понятно. Вот по шагам прямо, если, допустим, зритель сейчас слушает нас, его провести. Допустим, он не хочет идти в терапию. Это возможно без терапии каким-то образом себя вывести? Вообще самооценку поднять Да. себя. Знаешь, вот вообще в академической психологии нет понятия низкая и высокая самооценка. Она либо есть, либо ее нет. То есть самооценка либо есть, либо ее нет. То есть человек либо себя Ценит, либо ценит, нет. либо не ценит. Все, там нет как бы полумеры, да. Нельзя себя ценить на То чуть-чуть. есть шаг следующий. Начните себя ценить просто. Да, Всё, все да? просто. Помнишь, у Икеа была такая реклама, я ее обожала. Не нравится беспорядок, убирайтесь. Да. Я обожала эту рекламу, потому что она абсолютно Хочешь отвечает. идти — иди. Иди. Хочешь Вот. Но пить — если, выпивай. конечно, все-таки говорить не про психологию, то ну, в смысле, если у человека нет возможности пойти в терапию, потому что, конечно, самому очень сложно. Почему? У нас же блокирующие конструкции внутри. Да? То есть мы можем сознанием, как мне говорят, я все книжки по психологии прочитал, я вообще всего Фрейда знаю наизусть, я там все знаю, мне ничего не работает. Все, это вот как бы самая засада, да. Тут как бы закатываем рукава и понимаем, что надо здесь вот больше всего работать. То есть, потому что защитный механизм такой сильный. У нас очень сильные защиты психические, мы их с детства выработали, и они просто не пустят глубоко. Да? Поэтому что-то по верхам сделать можем, но чтобы глубоко нырнуть, все равно нужен терапевт. Потому что нужно зеркало, которое вам отзеркалит, покажет какие-то вещи, какой-то взгляд, который вам не увидит не потому, что вы скудны, а просто потому, что оно не даст, потому что защита не пустит. Ты сам себе Да. не Защиты даешь. же, они же, когда в детстве формируются, они формируются, чтобы нам помогать. Да? И дальше, когда мы вырастаем, у психики нет возраста, она не знает, что мы выросли, мы сталкиваемся с трудностью, она реагирует по-детски, так же, как и в детстве реагировала. И та же самая блокировка случается. И мы такие как бы и не получается. Поэтому все равно надо идти в терапию. Но я здесь не чтобы всех звать как бы к психологу. Вот. Но как разбираться? Нужно почитать, да, поизучать что-то связанное. Только не спрашивай книги про самооценку, я их не знаю. Не потому, если что не их просто нет. про самооценку, а вот базово Да. по психологии, допустим, что бы ты порекомендовала, что точно не лишним будет каждому прочитать. Ты знаешь, вот я прям очень против вот таких вот списков Формулировок? психологических, да, потому что они дальше их начинают передавать туда-сюда, и это как бы не работает для людей. То есть нужно посмотреть, что вот как бы область, в которой Запрос, да? сейчас у вас происходит, да, что происходит.
Потому что вот так, чтобы книжка по самооценке, это будет обязательно, ну, что-то очень масс-маркет. Там вы глубины там не найдете в любом случае. Поэтому лучше Фауст почитайте честно. Ну, Так вот я и ждал, когда ты это не скажешь. стебусь Я даже. за. Вот я хочу вот точно книгу, которая сейчас моя настольная, она меня как бы будоражит, и я прям ее вот всем сейчас рекомендую смотреть. Это Синека «Письма Луции». Да, ну там все вообще есть. Пожалуйста, про все вам кризисы, про все состояния, все написано древними людьми. Пожалуйста, вот это лучшая психологическая книга. Она очень просто написана. Вот, поэтому вот когда вы идете от глубокого к простому, уже вот такие простенькие книжки, они ну, уже не будут так будоражить. Вот. А так, конечно, Холлиса всего я везде. Мужчинам, пожалуйста, прям в школе бы выдавала в 11 классе всем мальчикам Холлиса, потому что никто круче него про мужчин не пишет сегодня. Ну, про мужскую психику. Это Все, что с этим современный связано. какой-то психолог? Это наш психоаналитик, он еще жив, да. У него даже есть какие-то подкасты, можно найти в интернете. Вот. Он хорошо пишет. А дальше точечно. Как Ну, бы. принято. Круто. Спасибо. Еще вот одну тему хочу обсудить. Тоже вытекает, по сути, из самооценки. Соцсети, куча выпячивания, так скажем, успехов. Сейчас, кстати, с этим борется, как будто бы. Да, и мне это очень нравится. Но я имею в виду вот это такой показной успех, достигаторство. Если у тебя нет цели, то ты там какой-то не такой, да? И вот отсюда вопрос, как в мире, где куча давления из-за постоянного сравнения, постоянных каких-то там примеров, как сохранить в себе опору, несмотря на то, что вокруг вот очень много давления на тебя. Ну, это очень большая работа. Это вообще нифига не просто. Это даже не поможет просто отключить соцсети. Не поможет, потому что все равно ты придешь к другу, а он тебе скажет: «О, видел!» И все, и ты как бы в ловушке. Поэтому это только постоянная внутренняя работа с фокусом на себя. Все. Ну, то есть технически разрешаю себе полчаса понаблюдать за успешными людьми, например. Ну, если вы знаете, что вас это расшатывает, да, потому что бывает кому-то норм, ну, это не шатает. Но если вы знаете, опять, если вы знаете про себя, что у вас от этого продукта вам плохо, ну, вы его меньше едите. Я надеюсь на это. Потому что вы не пичкаете себя, если вы знаете, что вам плохо. Вот с инфоисторией то же самое. Если вы знаете, что что-то вас расшатывает, минимизируем. Если вы знаете, что это что-то вас, наоборот, возбуждает и дает какие-то силы, не вопрос. Посмотрели тех же «Встань и иди», вот это вот все посмотрели, зарядились, пошли работать. Но если знаете, что плохо, не идем туда. Да. Один и тот же механизм. Ну, кстати, вот ты сейчас сказала, если вы знаете, что вас расшатывает. А вот у меня прям есть пункт, что у меня отнимает энергию скроллинг соцсетей, но так как я подписан... Ты знаешь там, это да, про себя да. точно. Но вот И что я точно понял, знаешь. что меня триггерит. Да. То есть я там сравниваю свой путь. Я знаю, что это непросто. И когда смотришь на условные там прогревчики, сторисы и так далее, а там все подается, знаешь, такой... Я такой, И это ты же всё не сам так. так подаешь, ты же Вот. знаешь, как это делается. Вот. Меня это начинает бесить, и я такой там мьютю там или, знаешь, сторисы можно скрыть, это все, чтобы я успокоился. Вот у меня это так работает. То есть меня триггерит не сам успех, то есть я не завидую успеху, а наоборот там, ну, лучше там смотивируюсь, о, красавчик. А то, что это подается, все очень Ты на обман как бы... реагируешь. Да, вот это что Да. значит? Что ты здоровый человек. Да? Конечно. Вот видели? Официально. А вы меня там Официально психом заявляю. называете в комментариях. Не, ну смотри, ну это правда ведь так. Вот, ну, реакция на обман, а не на... поймать у себя, на что я реагирую, и есть как раз продвинутость, да, что вообще-то нормальный человек должен реагировать на обман, ну, плохо. Мы не должны говорить: «О, как красиво». Не, бывает, что мы смотрим, думая: слушай, ну виртуозно. Ну вот мы Геббельса смотрим и думаем: ну крутой чувак, господи, прости. Но я имею в виду, что, ну, то есть мы как бы уже спустя время можем посмотреть на это отстраненно и посмотреть на это как на маркетинговый инструмент. Ну как он это делал? Ну гениально, гениально. Не значит, что он человек хороший, там, я не в эту сторону, что гениальность инструмента. Вот здесь то же самое. Иногда мы смотрим и думаем: ну как врут красиво. Можем восхититься, да, но в принципе, если это заходит на твое поле, да, или как-то ну, в твою индустрию уже, или где-то, где ты, например, топишь за правду сам, да, а тут тебя как бы заливают вот этой неправдой, это, ну, ты не можешь на это не реагировать. Это естественно. То есть все в порядке со мной, значит. Идем дальше.
Переходим к рубрике «Вызов правды». Да. Вау. Это предыдущий гость задает вопрос текущему. Тебе достался вопрос от Якова Маршака. Ты, кстати, с ним встретилась в Встретилась, да. дверях. Не кажется ли вам, что люди, склонные получить психологическое образование, часто обладают этим самым синдромом дефицита удовлетворенности, reward deficiency syndrome? То есть от рождения они чувствуют некоторый дискомфорт в своей душе. Класс! Господи, спасибо за такой вопрос. Люди, которые идут в психологию, как правило, очень дефицитарны. Дефицитарны в смысле, в нескольких смыслах. Они могут быть где-то в чем-то травмированы, ну, то есть дефицит какое-то внимания, какой-то любви. Второе, они очень любопытны. И вот это любопытство к тому, как я устроен, оно сподвигает... Да, и третье, это важно, значит, травмированность. Да, мы довольно травмированы на старте своем, действительно. Второе — любопытство. И третье — мазохизм. А это как тут затесалось? Да, Ну-ка. так, вкусненько. Потому что мазохизм — это же когда мы терпим определенные страдания. Да, и когда мы не просто терпим, а получаем от них удовольствие. Но вот представь, например, я в кабинете каждый день, да, принимаю там, ну, условно, например, 8-9 человек. Каждый со своим страданием, со своей болью. И вот ты с этим имеешь дело каждый божий день. Да? То есть, как и врачи. То есть иметь дело с чужим страданием — это называется мазохизм. Да? Вот как бы вот эти три составляющие, они, вот если все эти три вещи есть, то будет терапевт может стать успешным, то есть психолог станет успешным. То есть когда он, ну, как бы гуманист, и ему нравятся люди, он их любит, и он выбирает их изучать, да, вот это интерес. Когда он знает и прошел свой личный путь терапевтический, и знает свои травмы, как они устроены, и что там у него болит, то есть из какого места его терапия, ну, и его профессия, из какого места выросла. И когда он может получать удовольствие от того, что он выдерживает чужую боль и помогает другому человеку. Вот эти три составляющие дадут классный ненарциссического терапевта. Ну, не нарциссического, я имею в виду не того, кто приходит самоутверждаться, например, да, потому что, конечно, для того, чтобы, ну, как сказать, чтобы мы могли помогать, мы должны быть очень пролечены, да, чтобы мы не объединялись в наших травмах с пациентом вместе и не сидели и не плакали, какой же у него отец ужасен, да, вместе как бы. Мы должны уметь помочь. Для этого мы должны иметь другой взгляд немножко и предоставлять свою психику. Да? Свой стакан мы предоставляем, свой стакан в терапии. Он должен быть почище, да? То есть он должен быть помытый, и тогда туда много чего может войти и потом вернуться. Поэтому, конечно, ну, мы не выбираем профессию из просто любопытства, как правило. Нас туда приводит наше душевное терзание. Это Твой правда. вопрос следующему гостю. Я А он у честно меня пока... коротенький. Давай. Ну, тогда будет совсем обезличенно, но мне хотелось бы спросить, в чем смысл красоты? Блиц. Суть Блица — раскрыть тебя больше просто как человека, не как профессионала На что-то своего не дела. отвечу, если что. Да? Если посчитаешь что-то слишком личное. Мгм. Какой лучший совет ты получала за свою жизнь? Лучший совет. Да, ну у меня лучший совет был плач. Плач. Разрешение плакать. Как нужно начать день, чтобы прожить его радостно? Сказать себе привет. Что ты умеешь делать такого, чего бы не подумала, чего бы о тебе не подумал другой человек? Какой интересный вопрос. Что я умею делать такого, что другой Да. бы про меня не сказал? Ну да. Может, ты масло на мотоцикле можешь поменять, кто знает. Я могу поменять. Я могу портянки поменять. Да? Представляешь? Ну, вообще, первый мне ответ пришел, если честно, что я довольно злостно могу ругаться. Мгм. Это про меня редко Это мы могут тоже подумать. умеем. Тоже у меня навык. Мгм. Какое качество в людях какое качество в людях тебе ближе всего? Сочувствие. Что ты сделала в жизни такого, чего от тебя точно не ожидали? Мне кажется, еще не сделала. У меня еще все впереди. Есть ли у тебя ритуал, который тебе помогает прийти в себя, когда все вокруг рушится? Ам, Обычно я остаюсь одна, сажусь в машину и очень долго и быстро еду. Я
обожаю скорость и техно. Простите. И Мгм. эти два комбо дают мне Я ощущение плачу на те. Ну, вообще техно Никита, вставляй это в подкаст. это то, как я восстанавливаюсь, да, скорость и музыка. Когда ты чувствуешь, что делаешь что-то действительно важное? Ну вот я прям сейчас это чувствую. Вот когда я довольно часто это чувство испытываю. То есть это нередко, может быть, потому что я просто на своем месте. То есть это... Мгм. То есть когда занимаешься тем, что твое. Да, то есть вот когда я рассказываю людям, какие-то, да, профессиональные или то, о чем я думаю, например, я чувствую это, испытываю это ощущение. Какой откровенный разговор с клиентом ты никогда не забудешь? Просто номер назови, там, 7, и все, и мы поймем. Сами поймете, да? Просто я знаю. Спроси еще раз, какой... Какой откровенный разговор с клиентом ты никогда не забудешь? Понятное дело, что нет задачи его Да, пересказывать. конечно. Сейчас дай мне прям 30 секунд. Это мне интересно это вспомнить, который я никогда не забуду. Ну, это тоже было про очень такую сильную откровенность, да, когда человек делился такой очень темной стороной своей жизни, связанной с отношениями с женщинами. Мгм. И это как бы меня поразило это тем, что, во-первых, я женщина, я сижу в кабинете, и то, как он с трепетом и с болью рассказывал о том, что его как бы в этом месте беспокоит, для мужчины очень несвойственно. Ну, в целом, да, что я много с мужчинами работаю, и это довольно редкое качество, когда человек с такой бережностью говорит о своей боли и при этом, как бы доверяет в моменте женщине. Потому что боль его связана как раз вот с сильным там, сильной деструкцией относительно женщин. В каком эмоциональном состоянии должен быть человек, чтобы создать финансовое состояние? В каком эмоциональном состоянии? Только в состоянии жизни. Потому что деньги идут туда, где жизни много. Ты знаешь же, где больше всего денег? Индустриально. Вот если вообще планетарно Недвижимость, что взять. ли? Да нет, планетарно прям. Если сверху посмотреть, много денег, где проституция, запрещенные средства и война, там вот все, оружие, вот это я имела в виду, да. То есть как бы социально самые неодобряемые истории. Но там самые большие денежные обороты, как в общем можно предположить. Так и на что ты намекаешь? Никого не призываю. Я говорю о том, что там очень много граней между жизнью и смертью. И вот там, где жизнь, деньги туда стремятся. Они там Где энергия? аккумулируются. Да, там, где много... Вот когда человек жаден до жизни, не до денег жаден, а когда он хочет путешествовать, он хочет, не знаю, жить в хорошем месте, когда он хочет вкусно питаться. То есть это не про понты, что я только бизнес-классом. Это вообще не об этом. Это именно внутреннее состояние. Ему нормально и лететь эконом-классом, и там, не знаю, ему все нормально, но ему просто очень вкусно. То есть когда мотивация, просто хочу, чтобы было красиво. Ребята, это был подкаст «Состояние». Я убежден, что только в правильном состоянии, кайфовом, можно создать, где оно мне, это вот, можно создать финансовое состояние. Спасибо огромное, что досмотрели до конца. Пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Наш с Мариной подробный конспект со всеми советами, там, упоминаниями книг будет в моем телеграм-канале в подробном чек-листе, поэтому переходите, подписывайтесь, забирайте этот чек-лист. Спасибо тебе огромное, Было я очень кайфанул. интересно. Я кайфанул. Я Спасибо. надеюсь, вы тоже. Все, увидимся в следующем выпуске. Спасибо.